Я бы хотел быть женой. А ну, встаем, работаем, друзья. Вы чё? Где у тебя PCI-Express? PC. Hyper PC, знаешь таких? Мы сейчас с ними тоже соревнуемся. Я Станислав, Нитро Плюс. Больше FPS было, чем у них. Андерволинг – это очень важно. На кону моя зарплата. Все. У нас 60 тысяч. Что мы будем делать потом с этими компьютерами? Может быть, отдадим вам? Вау! Здравствуйте. Здравствуйте. Ходите, пожалуйста. И наконец-то мы приехали через порог. Все правильно. Да. Сегодня будет апгрейд конкретный. Да. Это, кстати, последнее, что мы делаем по внутрянке дома. Всем привет, друзья! С вами команда HyperPC. Это Саша, а это Никитос. И им нужны классные, мощные компьютеры. И сегодня мы их будем делать. Знакомьтесь, это Никитос, популярный автомобильный блогер-путешественник. УАЗик-буханку, как буханку. Из Москвы во Владивосток 1000 километров на Подборезке. Со своей любимой Сашей. Привет подписчикам Никиты. С ним его жена Саша, блогер с крупными каналами в Нельзяграме и ТикТоке. И сейчас мы узнаем об этой блогерской семье много интересного. Интересно чуть побольше узнать про быт блогерской семьи. Во-первых, начните с того, как вы познакомились. Мы познакомились на съемке. Есть такой блогер Супер Стас. Очень хорошо знаю. Вот, да. И я знаю почему. Я тогда у него работал оператором, а Саша была как приглашенный гость. Это было открытие Black Star бургера. И вот, соответственно говоря, я снимал, как Саша ест бургер. И мне понравилось. А ты уже была блогером, да, на тот момент? Я уже развивалась хорошо в ТикТоке, в Инстаграме. У нее, наверное, в ТикТоке было тогда 1400, да, что-нибудь такое? Ну, где-то так, да. А сейчас сколько у тебя подписчиков? 3 миллиона в ТикТоке. 3 миллиона в ТикТоке, вообще нормально. А как давно ты занимаешься блогерством? Сколько лет? Наверное, лет вот активно начала с 19. Уже много. Приемлемое количество Ну лет. вот смотри, я просто не помню, в каком году только появился именно ТикТок. Вот Я вообще только он не помню. появился, И вот ты я тоже сразу не помню. залетела И я туда? сразу туда пошла. Вот прям А сразу. до этого в лайке? Нет, сначала у меня был ТикТок. А, сначала ТикТок? Потом какой-то человек, который создавал лайки, заметил меня в ТикТоке, позвал работать в лайке. И я вот так вот потихонечку начала развиваться во всех И соцсетях. все, и потом пошли там Инстаграм, Телеграм и все Да, остальное. а все это пошло, потому что в лайке закупался трафик у очень популярных блогеров, типа Марьяна Ро на тот момент, Катя Клэп, вот эти вот все. Они перегоняли свою аудиторию туда, а я там была топ-1, и вот с этого всего их подписчики шли ко мне вообще во все соцсети. Полетело, блин, Да. класс. Ну, короче говоря, увидел я Да. такую крутую блогершу. А потом была еще интересная ситуация после этого, когда мы после съемки уже расходились. Я думаю, блин, крутая блогерша. И потом мы выходим из Black Star бургера, идем по дороге. Они идут с подругой передо мной. И они поворачивают в сторону метро. И они говорят: а ты куда? Я говорю: я на машине. Сажусь в свой BMW. Вообще, это И просто... выезжаю. Но BMW они не видели. Я далеко припарковал, потому что парковка дорогая там. Так что, короче, И потом начали просто там списываться. да, ну и когда я увидел, что она ездит на метро, думаю, блин, да, блогерша, но, видимо, не какая-то там помпезная сильно, надо попробовать Я подписаться. просто откладывала деньги на свою квартиру. Мне надо было экономить. А в итоге теперь у вас будет дом. Да. Ну, квартира тоже есть. Просто хотел, чтобы было, типа, 2 стекляшки, поскольку я мальчик, моя черная, Сашина белая. Это для Саши, Очень Стекляшка. красивый. а это для тебя. Но они даже мэчатся, кстати. Но Прикольно. этот не до конца белый, а он не до конца черный. По конфигу все будет тянуть несколько лет вперед. Расскажите, мои самые любимые, что мы делаем по визуалу. Именно, чтобы это были семейные компы, чтобы вот ты заходишь в комнату и понимаешь, о, ну это прям Никита и Санечек, так круто. Короче, в стиле «Как приручить дракона» мы хотим. Да, мы очень любим мультик «Как приручить дракона», и там как раз есть два персонажа, которые контрастируют этот черный дракончик беззубик и белый беленький. дракончик, да, и, соответственно, было бы очень круто, если бы у Саши был белый дракончик, а у меня черный дракончик, вот так вот. У нас, типа, есть мягкие игрушки вот с этими персонажами, просто в восторге, ну, Да, типа... я каждый раз плачу. Главное, чтобы были дракончики. Да. И в одном, Да, ну и и в мне, другом. конечно, я хочу вот прям неончик, чтобы был. Чтобы вот эти вот яркие цвета, там, сцены где-нибудь там летают. Там. Пещера какая-то, там все это светится, Да, какие-то да, вот да. эти всякие сталактиты. Я знаю, что вы, как никто другой, Конечно. Да, только вам это можно было доверить, поэтому... Все, ребят, будет
сделать. Я посмотрел твои ролики, я сам, честно, вот очень люблю вот такой соревновательный элемент. Ты в последнем видосе соревнуешься со своими там друзьями, кто быстрее там куда-то доедет. Как тебе такое предложение? Я надеюсь, что меня за это не уволят. У нас просто есть некий, да, там рекламный бюджет. Давай челлендж. У нас с тобой будет по 30 тысяч рублей. Это будет смешнее в 2026 году. Уровень понимания в железе примерно одинаковый. Ты очень много увлекался, я уже половину подзабыл. Мы с тобой собираем на эти деньги на рынке 2 компьютера. Если в Ведьмаке условно у тебя будет хоть на 1 FPS больше, чем у меня, тот, который я соберу, помимо компьютеров мы вам подарим и установим полностью готовые игровые места. Стол, кресло, мониторы, клавиатуры, мышки. Все, забиваемся? Ха, красава. Зови друзей. Все, я... Проиграть, бабки пилим просто. Покраска позади. Никитос нас, во-первых, практически освободил от покраски. Ему не понравился муар, недостаточно черный. И мы сделали из этого черный. Было вот так, стало вот так. Попросил оставить ему каркас такого серого металлика, мокрого асфальта, я бы сказал. А вот Саше нам пришлось перекрасить, как вы видите, практически всю облицовку пластиковую корпуса. Это так называемый Snow White, хотя мне, честно, он уже какой-то Arctic White, потому что он уже почти синий. Внутренние комплектующие, вентиляторы, материнская плата и видеокарты у нас более молочного, спокойного оттенка, и цвет мы подобрали в него. А пока сейчас Артурчик все это дело будет готовить и собирать, я пойду готовиться к нашему челленджу. Как у каждого из вас началась вообще история с играми? Ой, вообще, наверное, с танков. Этого даже я не знал. Вот так вот открывается. Вообще не знаю, вот я как будто вот с одноклассниками как-то так спелась, они меня всему научили, и они меня начали подтягивать во всем. И в танки, и в доту, и и в КС-ку, и там какой-то еще был Crossfire. Ну, то есть какие-то супер такие уже знаменитые. И во сколько лет ты начала, получается, играть? Ну, лет с 15 уже. Офигеть. Знаешь, какая у меня была первая игра? Наверное, мне было лет 11 или, может, 12. У меня не было компьютера своего. Был у мамы маленький офис, у нее было турагентство, и там стоял компьютер. Вот с этим серым монитором ViewSonic, который с попугаем. И я всегда мечтал играть в GTA. Это была для меня самая крутая игра. У меня друзья все играли, там чит-коды вот эти записанные на бумажечке, распечатанная карта. А мне не разрешали родители. И тут произошла находка. Я нашел игру, которая называется «Симпсоны. Ударь и беги», которая полностью копирует суть GTA, там свобода действий, на машинах можно ездить, всякое такое, но это не GTA, поэтому мои родители не знали, что это. Я играл вот в «Симпсоны. Ударь и беги». Ну, типа, красочная, крови нет, и типа Да, можно играть, да. все нормально, что-то мультяшное и все такое. А потом уже на что переходил, когда серьезный пошел гейминг? Потом, когда-то мне все-таки разрешили играть в GTA. Моя самая любимая игра в детстве была GTA San Andreas. CS, конечно же. Сначала просто Warcraft. Нет, до World of Warcraft еще была игра, в которой я очень люто задротил. По сути, клон тоже вот такой мовой игры, называлась Rapples. Я в нее очень много играл, очень много туда задонатил, там откладывал, короче, со школьных завтраков. За 5000 рублей купил пэта такого, короче, огромного ястреба. И меня кинули, короче, и я все расстроился, больше не играл. Потом начал играть в WoW, потом уже пошла Dota. Очень много играл в Skyrim, в Oblivion, в Morrowind, когда это там до этого еще было. Тоже РПГшник, значит. Да, я тоже очень любил все эти штуки. Тоже играл в танки до хренища просто, причем в танках я был лютым статистом, задротом, типа у меня был винрейт там что-то 55%, это прям... А во сколько вот ты лет начал вот так вот не в Симпсонов, а вот когда у тебя твой первый, там, не знаю, компьютер, приставка, во сколько лет? Получается, Саша началась в 15-16? 13-14, наверное, вот так. Чуть-чуть. Нет, ну прям самая первая игра у меня была, вот, я не знаю, вот Питер Пен, может, кто-нибудь играл когда-нибудь, да? Я, кстати... Там он вот так просто летает, и все, на компьютере старом, я не А, знаю. Вот у ну, меня это вот это в платформер, голове, да. Это совсем маленькая была. Да. Ну что, вот мы снова встретились, и пока компьютеры ребят находятся в производственной стадии дизайна, мы как раз сегодня и проводим этот челлендж. Вот наши бабки. Бабло. Так, у нас 60 тысяч, вот твои 30. У Никиты в команде...
Никита. Подожди меня. У Никиты в команде сегодня Саша и тоже Артем. Да, и чтобы уравнять шансы, все-таки количество Артемов в команде должно быть равное, поэтому у нас теперь у каждого по одному Артему. Со мной Максим, да, наш пиар-менеджер, и я чувствую, что до Савелы наши деньги не доедут. Сейчас Ох уж эти зумеры. сразу поедет куда-нибудь в кальяшку. В прошлый раз, когда мы за 30 тысяч на Савеловском рынке покупали компьютер, мы смогли купить 9100, 16 гигов оператоса и 1650. Очень много непонятных цифр. Цены были или что? 9100. Что у нас получится сегодня, неизвестно никому. Поехали. Завод. Вот, собственно, где мы сегодня будем орудовать. Святая Я думаю, святых. да. Вы давайте по той стороне, а мы по той и по той. Будем пересекаться периодически. Хорошо. Собственно. Никаких правил. Бэушное железо можно, потому что у нас сегодня не цель показать, какой компьютер можно купить за 30 тысяч на физическом рынке. А какой можно намутить за 30 тысяч? Я чувствую, он в первом же павильоне сейчас за один сторис. Да нет, ну ладно, я не буду уже мухлевать совсем сильно. Наверное, не будет. Не, ну я просто хочу монитор, понимаешь, стол нормальный. Подожди, Не а ты, забывай, получается, за победу получаешь стол, монитор, да? Да. Господи. Короче, смотри, Тём, он получает за победу стол, монитор, а мне тогда салфетки Defender, вот эти, которые сухие изначально, понял, в круглом тубусе. Все, я тебе сейчас покажу. А я ему влажный дам. Влажный салфетки. Влажные не надо, нет. У кого было? Все, желаю вам удачи. Давай, и вам удачи Не, проиграть. Желаю проиграть. Не, удачи вам. Спасибо, спасибо. Так, короче. Что я понимаю в компьютерах? Правильно, ничего. Степ, ты же нас шаришь более-менее в компах? Отлично. Но кому я доверяю больше? Привет. Короче говоря, у нас есть 30 тысяч рублей. Где можно поесть? Пожалуйста, можно давай поесть? не будем, он уже сразу начинает есть. Куплю Смотри, БУ вот запчасти нам на нужен компьютер. самый такой захудаленький павильончик, где Да. не будут ломить цены сильно. Надо БУ запчасти на Здорово. компьютеры. Как звать? Кирилл. Есть такая контора HyperPC. Мы с ними, короче, соревнуемся. Нам нужно за 30 тысяч рублей собрать мощный компьютер, чтобы, короче, у нас в Ведьмаке больше FPS было, чем у них. Можно бэушку, можно уцененку. Уцененка, уцененочка. Вот это, которое. Короче, чат GPT сказал, что нам нужен 1660 Ti или обычная GTX и Ryzen 5 3600 или 3600X. Все это нужно в 30 тысяч рублей. Да, Не, да. не, у нас не получится вообще. Вообще мы в хреновой ситуации. Мы разбираемся в компах, но в мощных, в современных и в актуальных. Я за старое железо вообще не шарю. Пока мы сюда ехали вот в одной машине, я подсмотрел, что сегодня можно купить за 30 тысяч рублей. Нам, по всей видимости, придется ехать без видеокарты. Только на встройке. Сегодня и то компьютер со встройкой на 5600 на самой бомжатской плате стоит 42 тысячи рублей. Макс, я реально выбрал не ту сторону. PlayStation, принтеры, штативчики, А объективчики. мы только по этой линии можем или на их тоже? Да заходить? нет, давай на их залетаем. Давай. Много людей. Нас полили. Нас полили. Посмотрите, как ситуация на рынке, из-за которой страдаем и мы, и вы, как она повлияла на Савеловский рынок. Больше половины павильонов просто закрыто. Нам надо что-то готовое. У нас просто нету денег. Вы специализируетесь на такой теме? Спасибо, брат, большое! Кирюха, лайк тебе. 16 хотя бы оперативки, что было. SSD-шник нужен любой. Короче, на 100 гигов SSD-шника вместе с системой хватит. Офигеть, чего очень много. Да. Санечек у нас сегодня просто украшает кадр, в принципе. Она очень шарит, на самом деле, но она сказала, что я не хочу в это ввязываться, ребят, вы тут Да. слабенькие. Я этот чит-код использовать не буду. Подожди, нам же еще нужна мать. Я еще не мать. Хорошо, что не отец. И папа. RX 580. Смотри, чат GPT пишет, что производительность 1660 будет на 15-30% быстрее. Это с разгоном серия сапфировская оригинал. Undervolting наоборот даже послабее ставят. Андерволинг — это очень важно. Короче, что, доверяем человеку, правильно? Он вызывает доверие, сразу видно, что человек обмануть нас не хочет, тем более нас сюда привез подписчик. Правильно же? Звучало очень Ну, тихо. Я считаю, что видеокарта, на которой написано Nitro, это беспроигрышный вариант сразу. Блин, мне кажется, системник вот такой нужно. Мы сделаем это вообще без системника, прям на столе соберем. Системник это дорого для нас. Самый дешевый. Нет, типа Самый рублей прям 200, вот. что-нибудь такое есть? Может, поломанный какой-нибудь список. Да, или там с помойки, где посмотреть можно. Что значит У рот? меня, короче, вот чтобы было понимание, мои знания закончились примерно в 2014 году. Ryzen 5 2600? 2600X. Тём, ты можешь нормально себя вести, господи. Ryzen 5 уже довольно агрессивно разгоняется автоматически. Один из лучших вариантов по соотношению цена-производительность. Походу, человек реально шарит. Как вас зовут, извините? Нитроплюс. Станислав. Станислав. Я Станислав, не тороплюсь. Плюсик он
Тём, давай ты пока один пробегись. Ну, вдруг там. Я, понимаешь, я просто не понимаю, что ты говоришь даже, чтобы мне пробежаться, Ладно, ничего согласен, сказать. согласен. А ты просто Что, побегай. на доверие двигаемся сюда? Сейчас 580 RX, Nitro Plus, Станислав, все понял. В идеале, знаешь что? Найти тот же магазин, где мы в прошлый раз купили железо. В прошлом ролике. Здравствуйте. А нам нужно собрать системный блок за 30 тысяч, максимально производительный, то есть. Вот. 2, да? У меня в HyperPC собирали 6 лет назад. Во, а мы сейчас с ними тоже соревнуемся. Видеокарту от Представьте. ноутбука можно в комп запихнуть? Нет, О. нельзя. Вот какого если помощника взял? Он мне должен помогать. 165, 42, 23, Это 21. 420. Посмотри на ватермарк. И на все ватермарки всех картинок. Это наши картинки. Здравствуйте. Подождите, мы пришли к вам договариваться. В пределах бюджета 30 тысяч что можно купить? Так, что мы можем? 3600. Самая дешманская мать. SATA SSD на 120 гигов. Жесткий нам не нужен, в отличие от прошлого раза. 2700 и 2 по 8, да, получится? Да, это вообще самая база. Все, хорошо, платформа, если что, есть. Уходим. С пустой коробкой. Да хрена она тебе поможет. Будешь думать Я не знал, что она пустая. на процесс. Я не Все, знал, спасибо, что мы она- вернемся. Какой компьютер? За 30 тысяч компьютер нужен. Вот идите вон туда, в этот угол. Вот, мы только что оттуда. А у вас Что, какой вы не стоит? собрали, что ли? Смотрите, Собирайтесь, ради, на 30-ку они собрались там собрать. Это Но у нас ноутбук. не продается, там мы же фото занимаемся. Вот Вы так можете вот. что угодно за 30-ку могу продать вам, если вы хотите. что угодно? Где компьютер вы найдете за 30-ку? А у нас просто у нас челлендж. Он говорит, у меня видюхи вам не будет. Я забыл спросить, а сколько платформа-то стоит? Сколько у нас денег на А он не видюху сказал, остается? спроси. Он закрылся! Как можно было забыть спросить цену? Слишком дорого. Смотри, А, у нас тут ничего не получается. Идите дальше. Всем пока. Знаешь, куда я пришел? Куда? В магазин, где ребята собирали 6 лет назад компьютер. Предложили тут за 30 тысяч, в 2 раза лучше, чем было. Поэтому давай сюда лети. Они, короче, смотри, они все друг другу сказали и все позакрывались. Здравствуйте, меня зовут Никита. Станислав Nitro Plus, он собрал комп. Все, это мы уже знаем, кто это. Это вы ходите и всем говорите закрыться. Вы ж тут комп собирали, мне сказали. Получается, да. Сейчас я посмотрю. Все, поэтому вы давайте дальше. Так, а какое ваше В одном предложение? месте 2 человека не может быть. У нас в 30 500. 500 рублей от Очень себя дорого, докину. очень дорого. Так. А тут в 30, в 2 раза лучше. Смотри, 2 мы поколения берем стали вперед. Ryzen 7 1700. А ножки там все целые? Половины нет, конечно, все целые. 9 стоит, 4 физически. Ага. Шанец победы. Это реально он. Я возвращаюсь. Нет, так нечестно. Именно в этом магазине Да, мы в прошлый да, раз да. победили. Фортуна на нашей Это стороне. здесь у вас продажи, да, выросли на 300%? Ну это все, это проигрыш. Это конкретный проигрыш. Вот смотрите, там Станислав Nitro Plus есть, он нам все соберет. Он уже там за 30-ку там какую-то охрененную сборку вот такую предложил. Вы главное заходите, Станислав Nitro Plus, здравствуйте. Надо подождать, пока они уйдут, и вернуться туда. Пожалуйста, предложите нам вариант еще лучше. Мелкие камеры стоят, на которые вы снимаете. Гелю надо? А Ryzen 7 Гирю, какой конечно, нам надо. предлагаете вы? Ну, это самое оптимальное. 1700 просто? Легко. А вы нам что предлагаете? RTX 2060. RTX 2060? Это звучит намного лучше. Там цифр больше. Ну, Да не, мы сделаем нормально все. тут такая бомба будет. Ладно. Ты себе еще домой его поставишь. Скажешь, нет, вы ребят. нас убеждаете, как будто нам нужно остаться здесь. Хотя мне стыдно, я ненавижу так делать, но у нас сегодня соревнования, поэтому, ну... Да, мне очень жалко Станислава Только не ради Сани. тороплюсь. Давай их туда отправим, и они купят у Станислава. Посмотри, вот куда нам надо было идти. Посмотри, сколько говёного железа старого. Берем стволы. И просто грабим их. Да. У них нет компа, у нас есть. Нормальная тема? Я в команде с дебилами. Мне подкинули идею собрать на Зионе. Все, То есть пятнашка. мы можем пойти сейчас на 10-ку видюху купить. Нет, подожди, еще нужен блок питания. Корпус и блок питания. Но это вообще Я любого- предлагаю без корпуса собрать. Мне очень нравится, что здесь сразу стоит кулер, его не придется прикручивать и мучиться. Какую сборку мы сейчас обсуждаем? Какой мощности? Ультра мощности. Ты посмотри, 4 планки памяти, 4-канальный режим, чипсет X99. А батарейка там есть? Батарейка, он спрашивает, есть? А, кстати, нет. О, спасибо, Миш, нашел. В прошлый раз, так когда ребята у меня собирали, я же вообще не трезв был. А сегодня я вид трезв. Поэтому вы нам еще лучше соберете. SSD-шку на 128 хотя бы сможем Да, открыть? конечно. Ну реально лучшие условия предлагаю. Ой, я подставил пацанам. Не-не-не, вы поверьте, болеть будут за нас все в видосе, поэтому вы же за нас будете болеть, я надеюсь. Столько ретро-техники, а вот салфетки Defender есть? Нету? Так, ребят, давайте что, проверим винду 10, да?
Да нет, XP. Я говорю, нам можно коробку из-под телевизора. Вот этот похож на колонку китайскую. А можно, чтобы светилось все, как в китайской колонке? Ой-ой-ой. Ну смотри, там даже вентилятор есть. Оно. Просто наше. Все есть. И наушники вставить. Блин, какой подход? А дискеты куда вставлять, кстати? Смотри, что-то даже без дисковода нет. Ведьмак куда? А у нас реально есть диск Ведьмака. Ладно, на флешку скинем. Вот такая нам надо, и дискеты здесь были. А что там для разгона, что-то загрузить можно? Овервольты там всякие, овердрафты, Я Afterburner скачаю. авторберна. Андервольт. Молодец. Овервольт. Станислав. Нитро плюс. Все, что мы знаем в компьютерах с Александрой. И кулер. Да. Ну это воду пить. Да. Тоже так, если жарко. Если бы вот пару камер выкинули, я бы их подобрал бы с радостью. Зачем тебе камеры? Не знаю, мне просто нравится. Это я в Волгу себе положил. Так это другой человек продает. У нас на видюху 11 тысяч есть. Что говорите, значит, 2060 где? Asus черная. Все, вы нам отдаете 2060 вместо 14 тысяч за 11. Да, 2060. Все, спасибо вам большое. Здесь в прошлый раз мы купили SSD и память в этом магазине. Самое крутое предложение. Правда, SSD был AMD. Что это? Проверено фактами. А может корпус с наклеечкой Razer подарить? 500 рублей он ваш. Я только на садоводе за одежду умею торговаться, походу. И то, мне кажется, меня там обманывают. А он у вас без стекла вообще. Слушай, может быть просто реально, если от него есть стекло, может лучше этот взять? Тоже нет стекла, да? Тогда за 350. Спасибо большое, до свидания. Нам новую деталь какую-то дают, новую. Это что? Нульцевый. Я такого в руках не держал еще даже никогда. Еще и написано температура правильная. Спасибо вам большое. Вот. Деньги на стол. Мы-то как счастливы. Никита, у тебя такая же X5? Да. ВВВ. Видюшечка в каком состоянии? Ой, Целка. девка просто. No banditos, just little business. Степа за кадром. No criminality, just musicality. Ребята, пожалуйста, все Спасибо вам запоминаем. большое. Какой у вас Хорошо. номер павильона какой? F25, все. Мы что-то купили, извините нас, пожалуйста. Мы что-то купили. Он уже идет, думает, опять Виктор зарешал. А вы это проигравшие? Друзья мои, как у вас дела? Мы почти закончили, мы направляемся на финальный финал. Но мы вас ждем на лестнице, там же, где мы начинали. Они нас уже... А у них беленький. Нифига себе. Стань пафос. Ну, коробку я могу показать. Там в коробке ничего не лежит по-любому. 50-70. Давай, забираем блок питания, платформу, память, SSD. Все работает. Класс. Так, блок. Могли бы просто чуть-чуть симача погудеть. Макс, заплати, пожалуйста. Сафонов оплатить? How much? Минусуем корпус 350. А, ну да, 150 рублей. 150 рублей у нас в плюсе еще. И это, ребята, потому что шауху за 150 рублей уже не купишь. 320. Фух. Все, можешь рубиться. Что такое вот блогерская, жить в блогерской семье, когда оба блогеры? Блин, если честно, на самом деле ничего прям супер сверхъестественного в этом нет, потому что мы как будто бы каждый занимаем свою нишу, и я отвечаю за длинный формат, скажем так, а Саша за короткий формат. Да. И они особо нигде не перекликаются, поэтому у нас вообще нет никакого там элемента Дележки. конкуренции. Да, вообще кто никакого. первый что выложит, Да, вообще такого нет. Это очень удобно. Поэтому, ну, я знаю многих людей, у которых могут возникнуть какие-то вопросы, когда там какой-то общий контент есть. У нас, Например, у обоих парный. Ну, как Да. бы вот именно про отношения, про любовь. т.д. типа там, да, когда оба рилсмейкеры, допустим, могут быть какие-то вопросы, кто там что выкладывает, кто первый. Да, а у нас... чтобы там залеты, у кого залетит. Да, Да, то есть, да, а у нас помимо того, что мы супер разных форматах снимаем, у нас еще и тематика супер разная. Типа, я снимаю про тачки, Саша снимает просто лайфстайл, бьюти, что угодно. Отношения, вообще все да. что угодно. И поэтому просто комфортно, круто, что работаем в схожих областях, то есть есть схожие интересы какие-то, но при этом мы не мешаем друг другу вообще ни в чем. Блин, это реально удобно. Давайте же начинать. Да, хочется вас побыстрее уже выиграть. Салфетки Defender сюда сразу. Вот эту трогать нельзя. Я требую с того, чтобы ты вскрыл свою коробку. Вот это? Вот эту. Я требую, чтобы ты ее вскрывал прямо сейчас. И мы тоже. До меня дошла информация, что сумма, которая находится в этой коробке, превосходит бюджет нашего компьютера. Как ты небрежно это делаешь. Как Вилсаком прям. Не по размеру, по-моему, она немножко. Чуть-чуть. Это просто Фигня. это М-версия. 2060. А я теперь хочу, чтобы ты показал вот это. Вот тоже первые 3 цифры. 2. Так. 0. Так. 80. Да не может быть!
Ну как? Как ты сказал, что мы победим? А, ну хорошо. Мы победим. Да, она и так ваша. Да. Если по-честному, Если по-взрослому, по чесноку можешь ее то себе она и так оставить. ваша. Это пранк, бро! А где ты ее взял? А вот надо знать места. В HyperPC. Короче, вот реальность, так сказать. И что это у Это тебя? видеокарта. Ну, 2070. А, Откуда 2080? ну это Нет, ваша. это нам в подарок дали просто по оптом. Мы SLI хотим поставить, их 2. Как ты в этот бюджет взял 2070? Что там у тебя за платформа? Давай посмотрим. Так, ладно, давай дальше, чтобы убрать БПшник. 600 ватт. Ватбит. Не, этот не новый. Не Ватбит. новый, кстати. Это Залман. Новая у нас башня. Нульцевая. Для меня это батарея. У нас, значит, с вами, что у нас? По количеству пыли. 3 килограмма Вы пыли. точно победили. Подожди. Ой-ой-ой, тут нельзя дышать в радиусе километра теперь. Ребята, кулер мастер на 650 ватт. Сколько вы на кулер мастере делали компов? Первый раз такой вижу. Это вот PC P450M VDH PLUS. Микрокомпьютер. Не, микропутер. Я не понимаю, им это хорошо или плохо? Микропутер. Ребята, это легендарный Xeon. Платформа X99, 4-канальная память, 10 ядер, 20 потоков. Ничего не говорит мне это, честно Блин, у сказать. нас, по-моему, 8 ядер, если не Под- ошибаюсь. Пацаны в комментах сразу поняли, это легенда, на этом сидит вся Россия. У него корпус посолиднее, во-первых, у него есть передняя крышка, мы за 350 рублей купили без стекла его. Был за 500, Макс торговался, молодец. У нас тут всего лишь обычный Это термалтейк. Thermaltake. У тебя сколько памяти? Сколько по объему? 16, по-моему. 16, да. Вот, у нас тоже 16, 2 по 8, 2 666. У меня 2400. Теперь твой SSD. Radeon. Будем знакомы. Ребята, SSD Radeon точно такой же, какой мы поставили в нашем прошлом видео ПК за 30к. M2 или как там? M2 SSD, ребятушки. Он мне 2-3 FPS может дать. Запросто. Думаешь? Может. Но какой у тебя объем? 128. У меня тоже. Так, давайте быстренько все это Крутанем. собираем. Убираю корпус. Не уверен насчет быстренько, я буду делать это первый раз в жизни. А, себе? Серьезно? Да. Ребят, в общем, продавец, я уверен, что он не хотел его обмануть, но он перепутал, дал ему подложку под охлаждение от Intel, а под AMD не дал. У нас есть болты, у нас есть, собственно, AMD крепежи, но у нас ничего больше нету. Короче, у меня есть идея. У нас сейчас проблема в том, что вот эти вот это под AMD, да? Да, вот, она ставится вот так вот. Одна здесь, другая здесь. Все, нам и не к чему крутиться туда, правильно? Все, сейчас я все сделаю. Есть кусачки? А что ты хочешь сделать? Ну, естественно, вот ты что пацаны, ну придумал. я автоблогер, понимаете, и вот эти вот все вещи... Принеси кусачки, пожалуйста. Брат, у меня есть рубрика «Машины из мусора», понимаешь? Поэтому вот, если бы у меня даже не было сейчас тут вообще ничего, я бы что-нибудь Мы придумал. же на ней сейчас ездили, на Савеловский. Да. А я поставлю SSD. Оп, щелчок был. Угу, у меня тоже. Моя платформа готова. А, нет, еще память надо вставить. Не наша. Его и ихняя. Одна есть. Я вставил SSD-шник. Значит, ставим заглушечку. Главное, ребят, при сборке компьютера не забыть ее поставить. Потому что если вы соберете компьютер без нее, то потом его придется собирать. Сейчас, оп, оп. Я просто вижу то, что делает Тёма, и пытаюсь Быстрее, это пожалуйста, повторить. быстрее. Он сейчас начнет другую стадию делать, я уже не запомню. Оп. Болтов не хватает. Точнее, стоек. Я сделал. Смотрите, я сделал. Ура! Одна деталь есть. Никит, срочно, у нас пока отставанием 2 болта. Так мы же не на скорость собираем. Как это вообще можно туда попасть в таком корпусе? Вот вы как его, вы его кто делал вообще, вы о чем думали? Мы думали о тебе. О тебе все мысли. Я сейчас предлагаю не смотреть туда, потому что я чувствую, тут будет такой... Ему нужна пила. конкретный калибр, знаешь, бронебойный такой прошьет. О, первый. Следующий у нас вылетают стекла. Из-за того, что у нас особая материнская плата, то есть у меня здесь отвертка упирается вот сюда, там она попадает в слот оперативки, и я не могу туда закрутить болт. Но если его не закрутить, оно может коротнуть. У меня так было, я рассказывал. Я одну стойку не вкрутил, одну, включил компьютер, и у меня прям... Раз, два, нет, это вот так.
Они сейчас сломают все, пока соберут. Блин, ну это просто, тут, я не знаю, это извращенство какое-то. А ты кто? Извращенец. Снимаем наши резиночки. Что делать дальше? Сейчас будем ставить блок питания. Смотри, не, Никит, сначала прикрути вот эти штуки, вот этими красными. Не наоборот. Ага. Ты что, не знаешь, где должны быть бочки? Бочка у меня в гараже стоит. А мы тем временем ставим блок питания. Закручивай отверткой. Короче, сначала одну, потом вторую сделаем. Чего оно все рушится, я не пойму. Видел, чтобы пацаны так БПшника делали. Почему оттуда столько уже высыпалось, столько всего не было запчастей? Я не понимать. Так, мистер, конечно, дай-ка мы кое-что проверим. У нас, прикинь, негодяй. Конечно, говорит, красные. Конечно. В смысле? А какие? Синие? Нет. Это проставки, Они это сюда под не другой вставляются. сокет. Смотри. Ну тебе нужны, потому что они не подходят. Винты другие. Да, винты-то другие. Я ж тебе об этом и говорю все это время. Но я не я откуда знал, что так будет? Я зла не хотел, честно. Я даже БПшник. Ну вот, конечно, блин. 4 болта. А мы блядь, крутим там и вертим. нахрен. У меня только 2 болта. Подожди. Больше отверстий нет. Просто я его криво поставил, я понял. Все можно сделать, да, так как ты хотел. Конечно, сначала наживляете, а потом уже нацеживаете это. Сейчас-то мы уже понимаем. Наклони ее сюда. Не получается. Башню. Я понимаю, но она не Штатный он не подходит. 3.0 есть. Блядь, он Да, так пробил. там, он говорит, я, говорит, вообще не разбираюсь тут. Ага. Ну, Я- чисто. Я не умею компы собирать, ни разу этого не делал. Чисто видеокарту нашу увидел, вот такой уголочек, торчащий из-под всего завала, который на нее положил, подошел. Так это ж вот это вот. И все, ушел. Power LED, Power on нашел. Так, Power LED. Juliet Fusion. Все, мне сейчас больше ничего не надо. Мы закрутили 4 винтика. Если кому-то интересно. Да? Так, теперь термопаста, да, нужно? У нас вентиляторы Be Quiet, ребят, Be Quiet. Пыльный, немножко пыльный совсем. Вот а что, вот они стоят, продают корпуса. Вот неужели вот им тяжело его дунуть? Чем? Вот так. Они, понимаешь, они надеялись, что в нем кто-то мусор выкинет. А его ты купил. Так, вентилятор есть. Опа, Gangnam Style. Это кабель менеджмент от Артема. Что там? А наши компы тоже ты будешь собирать? К счастью, нет. Мне нельзя такие вещи давать. Спасибо. Салфетки Defender. Это пока самая хорошая новость за сегодня. Я и процессор забыл запитать. Да, ладно, Вынимаем. перестань. В смысле, молодец. Ну, Артемка. Смотри, какая красота. Вообще идеально. Я считаю, что если бы не Саня, то Со второй хрен бы он что тут собрал вообще. Да я шучу. Я просто так ставлю сверху и Скажи всё, да? мне, как я вот туда подлезу, где был винт, как я туда залезу вставить питание процесса? Ну как? Ну да, что? Ребята, это уровень. Чтоб ты понимал, Держится. чтоб ты понимал, я хотел, тебе предложить стяжки, но ты сделал гораздо круче. Конечно, брат. Обращайтесь, как говорится. Теперь мне нужно мать прихреначить к корпусу, правильно я понимаю? Да, в корпус нужно. Вайп такой, как будто я на уроке геометрии сижу, и я не понимаю. А у тебя башня стоит? Мать лежит у меня пока. Так, и как понять, куда это ставить? Вот этими портами вот туда. Ну это тоже логично, между прочим. Так. Потому что у тебя башня стоит. Ну, столов, значит, не У нас увидишь. нет вариантов не Не выиграть. увидишь столов, дорогой Так, мой. смотри, вот он нам дал болтики. Нам они подойдут же? Конечно, подойдут. Закидываем мать. Не надо кидать мать. Ты видишь, что там столько резьбы? Музыку, Олеж, музыку сейчас напряженную такую, музыку борьбы, соревнований. А что сделать, если не закручивается ни один винт? Один один есть. все закрутился. Они долго просто очень крутятся. Да, и они же огромные вообще. Так, кабель менеджмент от Артема. Они просто долго крутятся, потому что они большие. Все. Нормальный размер болтика. У тебя не такой? У меня, ну, да. Чем помогаешь сегодня вообще? Я договорился вообще обо всем этом. Вообще, кстати, да, если что. По сути, это Тёма комп. Это мой комп, по сути. Если, короче, мы выиграем их, я куплю тебе этот компьютер. Ты меня балуешь. Ты меня балуешь. А можно лучше их? Мне просто пыль нравится. А тут нету ножки, да, сверху у нас? А ножки там все целые? Половины нет. Замечательно, она у меня не встает. Прикинь? Она по толщине, упирается в USB 3.0. Почему у нас какая-то запчасть компа выглядит, как будто бы пауэрбанк Это SSD-диск. Почему она так выглядит? Кто? SSD-диск. Ну, блядь, памятью. Не. Он долго будет не отвечать мне на вопрос? Я ответил тебе. Почему он так выглядит? Я говорю память, потому что там. Ты понял что-нибудь? Память. А сейчас? Сестрам, блядь. Все слышат, ты не слышишь. Походу дела, Все серо. Все серо.
Комп будет без 3.0 по ходу дела. Так, я вставил видеокарту. Рано. Надо было сначала провода подключить. Я отвлекся и забыл. Вынимай видеокарту. Зачем? Ну я же вставлю. Друзья, я тем временем закрываю корпус. Какой ты молодец! А я тем временем... Ладно. Как завещал Антоха. Для надежности. Для надежности. Не надо. Итак, друзья, компьютер по версии HyperPC. Никит, это тебе не надо. Смотри, в первую очередь тебе надо подключить переднюю панель. Сейчас пока что самое главное, тебе нужна кнопка питания. Вот она. Вот эти провода тебе нужно подключить. Звук самый крайне левый, USB любой из этих, а 3.0 сюда, вот эту синюю штуку. Ставь блок питания. Легко сказать. Что значит ставь? Устанавливай. Типа я все провода туда п***ю? Не-не-не, вот он отсюда вставляется, Никит. Еще вентиляторы нужно как-то подключить. Где у тебя тут выход на вентиляторы? У тебя мамка бедная. Не, нормально, сейчас смотрите. Нормальная мамка у Не меня. трогайте нашу мать. У нее есть сыновья, которые помогут ей встать на ноги. Так, я тебе помог здесь. Лучше мамке помоги, она бедная. Поставил. Все, кайф. Вот это просовываешь сюда. Сам уж не можешь просунуть. Вот это сюда просовываешь. Давай, я просуну. Вот сюда? Не-не-не, это вот сюда. Так, сую. Всё. Так, а где у тебя PCI-Express? Писи. Вот они. Вставляй эту Только не сломаем материнку. Она бедная. Она не сломается. Взял мать с рынка, вставил в нее. Сегодня что? Сегодня ты комп собираешь за 30 тысяч. Это что, мать продашь? На 30 тысяч. Ты не тот конец вставил. Вот, потому что... Не тот конец мать вставил, прикиньте. Не тот конец. Так вышло. Ты точно шаришь? Уже 2 раза собрали. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты... Наконец-то. Ставим твою турбиночку. Ребят, вот скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, почему я в итоге за него собираю компьютер. Потому что я не умею, все очень просто. Да? Я вставляю последний провод. Почему? Почему это делаешь ты, вопрос? Не знаю. Я не умею. Ты сейчас будешь у нас кабель-менеджмент делать, а ты теперь укладывай провода. Так это легко. Там у тебя внизу куча места. Смотрите, у нас в корпусе есть картридер. Причем на SD, на microSD. Слушай, а мне даже нравится наш Не компьютер. разродишься никак, ну. А я пойду, кстати, пока чтобы винда проустановилась. Что, все получается? Что ты типа, жизнь проходит мимо. Ну что, первое включение. Я напотелся, честно. Ничего не произошло. Я не включил его в розет. Питание. В розет. Но он и так может не включиться. Наш компьютер включился с первого раза сразу. Никитоса не включается. У нас нет картинки. Не переживай. Ладно. Потому что он на HDMI настроен. Подожди, не суть. Давай, ладно, сейчас давай поменяю. Так нечестно! Смотрите, что он творит! Мы как бы правил таких не устанавливали, правильно? Пока так сделаем. Я не обратил внимания, что у нас описание портов одинаковое, но у него порты перевернуты, я этого не заметил. И сначала он не стартовал с кнопки, я каким-то образом смог его 2 раза замкнуть просто металлом. Как я туда попадал, не знаю, но потом в итоге я разобрался. Но компьютер не давал изображения, ни в какую. Короче, ровно то, что я сказал, что я мог плохо сделать, именно это я и сделал плохо. Вот. А еще я решил чуть-чуть компенсировать. Ну, все-таки мы еще весь день сегодня думали, что у нас 2070, а оказалось 2060, поэтому я В там... смысле? Ну, 2060 у нас. Я тебе набью. Я не знаю, как так Они получилось. весь день меня просто... Я клянусь, вот в первый раз это был пранк, а во второй раз я почему-то просто перепутал. Я был уверен, потому что я забежал, по-тихому спросил, что за карта, он мне сказал 2060. А потом я подумал все-таки, что как-то вы сторговались и поменяли на 2070, потому что я визуально помнил другую видюху у вас понятно. в стенде. Ну, короче, я так скажу, я пытаюсь мухлевать как могу, но я совершенно не в своей стезе нахожусь, поэтому я считаю, с меня взятки гладкие. Вот приходи к нам на машину из мусора. Вот там мы и там поговорим. можешь мухлевать как хочешь, понимаешь? Но это почти честная борьба. Но у нас на самом деле практически одинаковые компьютеры, только проц разный. Да, ребят, кстати, у нас Xeon 2666 V3. А у нас, минуточку, Ryzen 7
1700. 1700. Все, полетели. Теперь Я на самом смотрим. деле чуть-чуть Самое главное, первый зачем мы вообще здесь собрались. Кто наберет больше Ведьмаке. Причем тестировать мы будем в 2К разрешении. Привет. Короче, у меня видеокарта RTX 2060. Я с помощью MSI Afterburner хочу ее подразогнать. Насколько можно это сделать в режиме пиковой производительности, чтобы он недолго проработал, но проработал? Мне не важно, чтобы работало стабильно, мне нужно, чтобы буквально на 10 минут он показал максимальный результат. Вот сколько мегагерц можно накрутить на ядре и сколько на памяти. Но сразу оговорюсь, это очень рискованно, температура будет сильно расти. Итак, друзья, у нас равные настройки. Все ставим на высокое. DLSS не используем. Только у меня в меню 700, у Никитоса 400. Новая игра, только кровь и вино, боль и страдания. 26? Да подожди, у меня то же самое. Ребята, на кону, Я только на температуру пока смотрю. на кону моя зарплата. На кону пачка салфеток Defender. Ты посмотрите. Это вообще пипец. Ты представляешь? Одинаковые. 61. Разгоняю его, слышишь? Стой. Просадочки. АВГ 56 на 1 FPS больше. Да не может быть! Нет! У меня фреймтайм получше явно, мне кажется. Но... Но задача у нас была про FPS, Как бы да. а не про фреймтайм. А ты уже с А разгоном? еще максимум у тебя 70, а у меня 95, если что. У тебя 2000 мегагерц, у меня 1000. Ребят, мы на 1850 едем ноздря в ноздрю. У меня просто 73 градуса уже. А у меня, у тебя так же. у меня так же, но у тебя частота выше. А если ты разгон сбросишь? Ну, короче, мы по факту собрали просто одинаковые компы на одинаковых видюхах. Давай. Не, ну там ты с разгоном меня, конечно, дернул, а у нас в правилах этого не было. Давай в динамике посмотрим, слезаем с Да не, лошади. ну если быть честным, ну у меня фризы какие-то постоянные. Я Видишь, ну причем- посмотри, какой график у тебя фреймтайма. Вообще жестко. У меня просто фризит постоянно. Ну посмотрите, как плавно работает. Ну да, у тебя прям хорошо работает, да. Вообще, ребята! У тебя вообще не проседает просто. Мы когда ходим, Зион! у нас просто до 20 прям проседает иногда. Ну, мне в этом случае что приятно? У меня был шанс на халяву залутать по столу и по монитору. Мне их как бы что так покупать, что так покупать, поэтому... Мне это нужно. Ну, Блин, Никит, это была крутая борьба. Да, согласен. А вот сейчас, кстати, у тебя 57 average, а у меня 59. Если бы вот прям жестко были там судьи, вот эти все, думаю, что сняли бы первые параметры, Никитос бы выиграл, и прежде чем мы там слезли бы с лошадей, он бы уже бежал с кубком, с шампанским там. И Не, ну вот всё было объективно, бы смотри, вот как, засчитано. пока я стою на месте, у меня реально ближе к 60 FPS. Да, и у тебя всё-таки 60 прям растёт. постоянно показывает 60. У тебя 56-58 в среднем. Да. Но видишь, вот что, разгон дает вот пару кадров реально. Ну да. В общем, это была крутая борьба, ребят. Было реально интересно. Я офигел вообще с того, что вот можно такие дровища собрать. А мы когда будем рассказывать главную фишку, Никит? Какую? То, что у тебя мой комп на ультах сейчас. Да не, он же его сбросил. А, ты сбросил? Ну, настройки просто в ультра поставили. поменьше. Ребят, но имейте в виду, если бы вместо меня поехал Женя, здесь бы было не 60, а 85. Отвечаю. Да не, на самом деле мне реально было поучаствовать как минимум интересно. Потому что я, когда ты мне предложил эту идею, я такой сразу, блин, прикольно, я так давно в этом всем не копался. Смешно, что мы как бы собрали компы еще из той эпохи, когда, по сути, я что-то в чем-то разбирался. Что-то еще шарил. Да. А мы очень давно, ребят, не выбирались из студии. Это был крутой опыт. Друзья, вы реально можете выиграть один из этих легендарных компьютеров, который собрал Никитос и который собрал я. Вы видели, что они себя отлично чувствуют Full HD. Вообще жестко. Да, надо, конечно же, понимать, что это 2060, но все же это легенды от Никитоса и Тёмы. Чтобы их выиграть, все очень просто. Нужно всего лишь подписаться на наш YouTube-канал и оставить комментарий под этим видео. Все, через 2 недели в новом ролике мы объявим победителя. А еще по промокоду Никитос вы получите приятный подарок в нашем магазине при абсолютно любой покупке. Подписались все на... А теперь возвращаемся к производству компов, ребят.
Я сделал все, что мог. Сами компы закончены, пора добавлять волшебства. Мы не перестаем развиваться и совершенствовать свои технологии. Вы видели, что большинство своих обвесов мы приклеивали. Теперь все. Ребята начали вмонтировать в наши элементы резьбу. На какие-то быстросъемные легкие элементы мы уже клеим магниты. Но инженеры доходят иногда до таких вещей. Всякие светящиеся штучки волшебные мы решили реализовать вот в таком вот виде. Что это? Напечатаны специальные вот такие вот проставочки. В них продета леска. На все наложено диодная лента, где под каждым пучком у нас диод. И все это упаковано вот в такой вот напечатанный кожух. Ребята сделали специальные вот такие вот ушки. И это все будет крепиться винтами. Если вовремя и полностью не сказать мастеру, как там все будет в итоге, то сейчас вот мне нужно разобрать вот эту всю систему и прикрутить ее между креплением радиатора и между самим радиатором. А еще нужно будет разложить мох, дополнить его мелкодисперсным мхом. Веселуха начинается. Поехали! Вот я знаю, что Саша с тобой ездит в поездки там на 1000 километров, там вот этот участвовал с тобой. Бывало, даже оператором твоим была, Да. я видел. Вот, а ты как-то участвуешь в ее контенте, помогаешь? чем-то? Конечно же, это для меня прям больная тема, потому что есть особенность. Поскольку я очень не люблю формат коротких роликов, то есть я его не ценю, не оцениваю. Дай 5, мужик. Да, то есть я прям не люблю эти тиктоки, рилсы, для меня это просто мусор какой-то откровенно. Но я уважаю выбор своей женщины, поэтому мне приходится снимать ее. Самый для меня был, сложный момент, когда она снимала, было очень популярно в ТикТоке танцульки. Она очень красиво танцует, вообще вопросов нет. Ей там много кто подражает, стремится к такому. Но я не могу, собака, снимать вот эти вот танцульки, особенно когда нужно вот это вот. Тиктокерские вот эти все движения, мне прям... А я-то понимаю, что если мы сейчас это снимем за 5 минут, это вот лям просмотру, лям 200. И Никита такой... Очень нехотя, но, естественно, делаю. Тебе, получается, все-таки, тут помогает твой операторский опыт. Ты столько лет был Да, оператором. так самое смешное, что Саша, у нее была до нашего знакомства Цель. не то что цель, типа мечта, чакры в космос посылали, что она Был хочет... свой оператор? Что она хочет парня-оператора. Да, прикинь. Ну, типа, я прям мечтала. Да. И вот мы срослись. Вот это вы зарядили вселенную вообще на такое... Сошлось. А я не знала, что у него BMW. Да, она просто Я знала, до что я на машине. победного не знала. Я же не знаю, я думала, если честно, что он сказал, что он оператор, я не думала, что у него BMW, я думала, какая-то простенькая машинка обычная. Я вообще удивилась, что он там... Но у меня типа была BMW и все. Больше вообще ни хрена. Я дома! Да, я с 16 лет копил просто я хочу BMW, пофиг. Тройка F30. Я вообще не шарю за BMW, абсолютно ничего. Она стоила что на вы тот момент, я ее говорите- купил, по-моему, за 1 200 000, наверное, что-то такое. Но сейчас они стоят в 2 раза дороже, те же машины. Лям 200. Да. Я ее купил за 1 200 000 тогда, и я, изначально, наверное, с 15 или 16 лет начал работать, каких-то там, что-то супер странные работы. Я не буду скрывать, довольно обеспеченной семьи, но деньгами родителей никогда старался не пользоваться. То есть если что-то мне там дают, я это отрабатывал. То есть в серии я там копал траншеи под газ на даче деду, раздавал листовки, на улице стоял дизайнерского бюро папы, еще что-то какие-то моменты делали. То есть я всегда старался... Участвуешь, Ну, то есть, да, отрабатывать как минимум, что... Ну, и мне никогда не было такого, что вот, тебе 18 лет, просто покупай любую машину. Такого, естественно, не было. Я не настолько из обеспеченной семьи, просто из нормальной. Вот. И я откладывал деньги какие-то карманные, работал туда-сюда. Продавал лут в КС. Да, 18... Да, это смешная история, наверное, я нигде еще не рассказывал. Я, нормальную сумму достаточно денег, я даже не знаю, можно ли такое рассказать. Короче, в какой-то момент стала популярной тема того, что можно было крафтить в доте
предметы, Genuine они назывались, короче, там какой-то покупаешь хрень, крафтишь этот предмет, и такого предмета не было на торговой площадке. И я, короче, с нескольких аккаунтов крафтил такие предметы, выставлял их на торговую площадку за какой-то там баснословный прайс, типа там 20-30 тысяч, допустим, и потом с еще одного аккаунта кидал трейды на ножи таких же предметов рандомным чувакам. И мне чуваки меняли эти ножи, я их потом продавал. То есть я как бы, грубо говоря, ничего нелегального не делал, но это такой... Как этот абуз? Да, то есть я вот обузил предмет, я нормально денег заработал, потом через сайт выводил это все в наличку, и вот типа часть денег так на машину набрал. Потом мне исполнилось 18 лет, я, короче, попросил в долг, по-моему, 100 тысяч еще, и купил первую машину, Мазду 3 в Беларуси. Короче, неделю на ней откатался, потом узнал, что, оказывается, нельзя старые машины растаможить, которые куплены в Беларуси. Продал ее обратно и купил сначала вот BMW копейку, потом через год BMW 3 в предыдущем кузове E92, и потом вот, получается, это было, наверное, за буквально год до встречи с Сашей. Я купил тогда F30, она была прям свежая, 3-годовалая. Я тогда уже работал оператором, нормально более-менее на этом зарабатывал. Весь мой капитал состоял вот из одной машины. Я в нее типа все отдал. Ты говоришь, вот ты с Суперстасом работал. Я очень много у кого работал. Ты, получается, вообще реально... Я был просто люто на расхват. То есть я снимал Масленникову, Суперстасу, Столярову, Сарычеву, великому Васе был такой блогер. Такую реально мощную я трутусовку просто очень сильно выкладывался, реально, типа, никогда не опаздывал никуда. У меня всегда было все оборудование, типа, старался как-то привносить всегда какие-то там советы, давать, быть персонажем. То есть, короче, прикол в том, что есть вот фреймтеймер, если знаешь. Да, соответственно, он... Да, у него интервью было с ним. Вот, да, и он как бы взял тем, что он был всегда в кадре персонажем. Не хочу на себя там какие-то лишние лавры брать, но я, короче, еще до того, как он хайпанул на этом, я тоже старался эту тему как-то в кадр всегда привносить, то есть быть тоже персонажем. И кому-то это заходило из блогеров, кому-то не очень, поэтому я там дозированно это все немного. То есть ты между персонажем в качестве оператора? Да, то есть я оператор, но я могу и что-то сказать из-за камеры, и поучаствовать. Ну, не настолько, но типа прям, грубо говоря, как закадровый голос, который просто с камерой стоит. Получается, я даже видел твою работу, кого ты назвал, мы почти со всеми работали, и смотришь контент, и мне очень нравилось, когда блогер вел свой контент так, что он разговаривал с оператором. Да, мне тоже. Я обожаю ломать эту четвертую стену, или как это называется в контенте. Да, так говорится. Вот, то есть вот стримы вести, когда я прям в эфире общаюсь с режиссером, говорю, как сменить сцены или еще что-то. Я тоже это ценю. Я, получается, слышал твой голос еще тогда, когда ты был оператором. Наверное, да. Вот, ну, как бы да. И вот, у них. по сути, я практически всех, кто вот в движухе в той был, я всех практически снимал, потому что я там с кем-то на съемке пересекусь, кто-то увидел, как я работаю, и такие, о, можно твой контакт? Окей. И у меня такого не было, что я там только одному кому-то снимаю, поэтому я всегда, да, пожалуйста, всем раздавал контактики, всегда был на расхват, скажем так. И я помимо этого еще и монтировал, то есть у меня вообще, я сегодня как вспоминаю эту жизнь, ну, вообще я просто с ума сходил. То есть я, грубо говоря, вставал каждый день рано утром, ехал на какую-то съемку, целый день что-то снимал, приезжал домой, садился монтировать там до 3-4 ночи, потом опять вставал. Чуть-чуть спал, и все по да, кругу, и вот так вот, 7-0. Да, но зато я типа там для, сколько мне было, там 18, 19, 20 лет, я там начал уже прям достаточно нормальные деньги зарабатывать, и вот мог себе позволить ту машину, которую хочу купить и так далее. То есть для меня это было... Миш, не туда мы с тобой пошли. Да, на самом деле, я просто немножко, мне обидно, что я в блогерство пришел в тот момент, когда уже это все-таки чуть-чуть идет на спад вся отрасль. А вот в тот момент, когда все блогеры, которые на самом хайпе были, прям хорошо чувствовали себя, зарабатывали, я в тот момент еще только вот до операторской темы дошел. Но поскольку блогеры тогда себя хорошо чувствовали, и оператор тоже мог что-то там успеть плюс-минус заработать. Реально вообще нет никаких у вас вот терок, конфронтаций по поводу контента, прям вот всегда тишь да гладь, вообще нет вообще нет. споров. Мы в целом, естественно, ссоримся, как и все пары, но повода именно связанного с контентом нет. То есть не было такого, что я Саше говорю, например, там мы с ней снимали 3, наверное, года назад новогоднюю 1000 километров, я типа построил дом на колесах самодельный из ижа. А поехали на Рыбинское водохранилище на Новый год, переночуем там и снимем ролик. Она как, ну, давай, хорошо. И типа вот, все, мы поехали, там супер атмосферный ролик, крутой получился. Ну, не был такой прям, ну, давай. Ну, я всегда была, наоборот, за любой движ. Да, она типа никогда не против, там, сегодня я сюда на X5 приехал, а может быть такое, что там я что-то снимаю, там, не знаю, у меня двенашка, например, есть, Лада, я говорю, ну, мы сегодня на двенашке едем. Двенашка так двенашка. Саша, а ты что скажешь? Я вот даже честно, я не могу сейчас ничего такого вспомнить. Не то, что я хочу сделать вот картинку, что мы такие прям идеальные, вот просто мне вообще ничего не лезет. Не, вот я смотрел, как на вас смотрит аудитория, прям вот реально для аудитории, и не только для вашей, вы прям такая вот... Конечно. Прям такая пара паров. Но это не только для аудитории, для друзей на самом деле тоже. Я лично слышал от очень большого количества людей фразу из серии
если ваша пара распадется, я перестану верить в любовь. Не только мы расстроимся, и это ответственность дополнительно создает. Да. А сколько ли вы лет вместе? 6? 7 идет Почти. уже. 7, Почти, да. Ну да, 6,5 получается. Это реально прям большая ответственность. Мы с женой 16 лет вместе, и мы столько всего пережили за это время. У нас такие жесткие зарубы были, что и мы всегда все равно обратно сходились, все выдерживали, все восстанавливали. Это сложно, но это того стоит. Вот. И вот нам тоже говорят, что, блин, если вы расстанетесь, то я тогда не знаю, что мне вообще делать. И это вот постоянно тебя вот так вот якорем держит. Это хорошо, это немножко тебя так в себя приводит. Это даже больше именно про рост. То, что вот вы реально все крепче и крепче становитесь, они должны быть, эти даже маленькие конфликты, большие конфликты. Вы так четче понимаете них вообще, никуда. подходите вы друг Да, другу да. или нет. А вот если у вас вот происходят какие-то такие столкновения, какие-то, кто первый чаще идет на контакт? Ну, на контакт первый всегда иду я, но на уступки какие-то чаще идет Саша, мне кажется. Да, но ему надо со мной вот договориться. Да, но из серии у нас такая история, что если мы вдруг поссорились, я, наоборот, максимально пытаюсь всегда войти в контакт, там, тактильно, что-то там обнять, А я туда-сюда. такая, не-не-не. А она, наоборот, типа, вот у нее есть как будто Не таймер, надо вот мы трогать. поссорились, Да. включается таймер, 15 минут подходить к человеку нельзя. Да. А я, наоборот, не могу, вот мне нужно Да, что-то ему там. хочется еще больше меня обнять. Да, Вот да. это вот все Блин, это. такая классика, Катян, вот послушай, все, один в один просто все. Нам надо познакомиться Да. с твоей женой. Думаю, вы довольно скоро в начале отношений, в начале знакомства узнали, что вы оба играете. У нас просто не было возможности это реализовать, у нас даже 2 компов не было. У меня даже одного компа не было. Я типа, когда еще монтажером был, оператором, я купил iMac, на нем все делал. И, на iMac особо не поиграешь. Когда мне, наверное, 17 лет было, я в Смоленске тогда жил, продал игровой компьютер свой со слезами на глазах, переехал в Москву, купил MacBook и начал работать. И потом вот, наверное, когда я подарил Саше ноутбук лет 5 назад, мы что-то там на одном ноуте сначала играли, Саша там играла в Sims свои, еще что-то. Потом я, А ты в Sims ты все-таки играла? Конечно. Да. Я до сих пор играю. Вот, и она Я представляю, сколько у тебя там дополнений. Она сказала, что она сейчас на ночь первым делом поставит качаться Sims со всеми дополнениями. После того, как я Саше подарил ноутбук, наверное, через полгода, да, я купил Мне себе кажется, даже тоже. быстрее, если Да? честно, да. Ну, короче, я просто слюни начал пускать, что, блин, Оли Грульки, я так люблю Вспомнил, игрульки. короче, Да, вот это и- все. И купил себе тоже ноутбук. Понятно, так, ты Sims уже пойдешь ставить Я качать. 4. Что ты один, что первый для себя поставишь на новый компьютер? Это очень будет странно, но я бы, короче, установил Skyrim с каким-нибудь количеством модов на графику Да. и прошел бы Skyrim. С крутыми модами. Ну, и его проходить, я не знаю, сколько лет Ну да. можно. Во что вы хотите вместе поиграть первое? В доту? Да, наверное, Майнкрафт мы хотим. А, еще в Майнкрафт хотим, да, Да. я прям хочу. Это, знаешь, вот этот есть раз в несколько лет забег, когда Да, ты да, начинаешь новый мир в Майнкрафте. И у нас как раз время Даже если подошло тебе прям. 30 лет. И вы создаете мир и чисто вдвоем там Да. Да. фигачите. Походим, что-то строим домик, там начинаем что-то проходить. И Ну, никого из друзей не пускаете Да. с собой поиграть? короче, мы в жизни построили домик, теперь в Майнкрафте. надо. Не, периодически, кстати, пускаем. Да? Да. Такой, типа на огонек. Мгм. И маленькую пристроечку делать такое. Или на чердак. Гостевую. Да, гостевую, или на чердак запускаете. Да. Какая вилка дохода в блогерской семье? вообще? Вилка дохода смешная, потому что она... Ну, у нас есть, во-первых, такое понятие, что Сашины деньги — это Сашины деньги, мои деньги — это наши деньги. Естественно. Мужик. Да. Вот Вот. у нас тоже. Это такая тема, которая на самом деле у всех примерно одинаковая. То есть, типа, грубо говоря, если взять блогера-миллионника, допустим, автоблогера, да, у всех, я думаю, плюс-минус цифры всегда одинаковые. Но есть одна большая проблема, что эта цифра очень нестабильная. Когда я еще смотрю, допустим, на свои там доходы-расходы, я понимаю, что у меня очень хорошие доходы, но расходы именно не на мои хотелки, а на производство контента очень большие. То есть я вот в среднем так подсчитывал сейчас, особенно с учетом того, что сейчас очень дорого монтаж стал стоить. Да. Пожалуйста, руководству, господи, я не вру. Действительно, Не, все дорожает. Очень сильно. То есть у меня, короче, производство сейчас вот среднего ролика, который вот, допустим, будет связан с каким-то челленджем, да, то есть, в котором я не покупаю там новую машину или еще что-то, а вот просто челлендж, в котором мы покупаем какие-то ведра, какой-то реквизит там на там жилье, команду и так далее, в среднем 500 000 бюджет ролика. Вот. При этом рекламу могу я продать в этот ролик там, допустим, на 1 000 000, но не всегда. И вот у меня выходит там 2 ролика в месяц в среднем. Чаще стараюсь 3, но не всегда получается, потому что сейчас на самом деле, рекламный рынок такой очень проблематичный. У нас все как бы летит, все нестабильно, все непонятно, поэтому... Ну вот, как бы, поэтому тут конкретную цифру я не могу Ну, назвать. я поэтому но спросил вилку, типа там от 20 до 50 тысяч долларов, там, вот, Ну, вы такие, Так, понимаете? вот, наверное, так и есть. От 20 до 50, вот так и есть. Но это у тебя или у вас... Я не знаю, сколько она зарабатывает. Да, ты вообще не в это курсе. большой Я вообще не в секрет. курсе.
Все, а у тебя это уже стоп-тема. Да нет, на самом деле я тоже могу сказать, я могу вообще за месяц 0 заработать. Нет такого, что мне стабильно какие-то денежки капают. То есть Только на рекламе зарабатываешь? да, только на рекламных постах. Вот, например, И за этот месяц вот у меня было 2 рекламных ролика в ТикТок до 300 тысяч, вот я заработала. Вот так вот. Ну, у нее есть зарплата жены, которая превосходит все ее рекламные, продажи, поэтому у нее еще все хорошо. Зарплата жены вообще такая классная тема. Вообще очень удобно. Я бы хотел быть женой, честно говоря. А вы думаете вообще сделать какой-то вот совместный бизнес, какой-то совместный продукт, не знаю, в линию одежды, какую-то линию косметики? В будущем, наверное, да, конечно, хотелось бы, потому что все понимают, что... Я, хотя не верю в то, что все говорят, что вот, вы блогеры, вы там, потом будет вам 40 лет, и что вы будете делать? Я считаю, что это фигня полная. Можно хоть всю жизнь снимать, если ты интересно будешь что делать. А вот с точки зрения бизнеса, в будущем, конечно, наверное, хотелось бы какой-то продукт сделать, но я считаю, что сейчас я очень от многих бизнесменов, всяких там аналитиков слышу это, что сейчас худший момент, когда вообще можно открыть бизнес за всю историю, любой бизнес. Даже бизнесы, которые уже много лет существуют, закрываются. Конечно. Я думаю, что сейчас в целом нет смысла что-то пытаться сделать такое, а вот в будущем, когда стабилизируется ситуация, наверное, да. А давайте пофантазируем, вот представим, отбросим все вот эти всякие отягчающие обстоятельства. Если бы вы делали какой-то совместный бизнес или продукт, вы уже обсуждали, что бы вы хотели сделать? Вот семейный, вот что бы это было? Блин, если честно, мы, наверное, даже не обсуждали ни разу. Да. Я всегда думал насчет своей какой-то тематики. Саша в целом... Нет, ну вот это понятно, да. Ты там про тачки, у тебя да, я хотел детейлинг открыть. Вот, я тоже думал. Автохимия. Автохимия вообще просто... Еще, кстати, у меня была смешная идея. И это немного странно, но меня постоянно все спрашивают что-то насчет моей прически. Я хотел, короче, сделать свой, пасту для укладки. Гель, класс, да. Я бы ее купил. Реально? А я пообщался с людьми, которые запускают подобные проекты, они мне сказали, что это невыгодно финансово, потому что продажи по этих продуктах очень маленькие. Ну, давайте вот экспромтом просто. Короче, вот, именно на двоих, что бы вы, Саш? Мне кажется, что-то вот именно для деток я бы сделала. Потом, когда мы уже погрузимся в эту тему, вот я бы что-то мне такое, кажется, можно наверное. сделать какой-нибудь груминг-салон для собак, например. Вы любите ну, животных? Кстати. Ну, у нас нет животных, но мы хотим очень завести, когда в дом переедем, да. Мультипушку хотим. Я так понимаю, вы довольно много намотали вместе в поездках, в путешествиях. Саш, как часто ты сейчас с ним ездишь в его Вот именно поездки? сейчас перестала часто гонять. Мы больше гоняем с Лешей Столяровым. Вот он назвал постоянно куда-то. Это было очень круто. Мы и в Японию тут скатались, и в Антарктиде даже были, много где. Ну, это если брать вот горизонт там нескольких лет последних. По факту, именно в моем контенте Саша сейчас чуть реже стала участвовать. У меня просто сейчас появилась команда, которая со мной сейчас вообще везде и всегда. То есть у него всегда уже там много людей. Да, то есть и Саша уже место уже надо экономить. Ну, как будто да. Но все равно. Не, ну почему? Крайний раз вот мы сейчас в Краснодар вместе ездили, купил недавно минивэн. Мерседес, да, и мы всей командой и Сашу с собой тоже взяли, чтобы она там потусовалась. А ты скучаешь, наверное, да, когда он уезжает? Вообще надолго он уезжает вот свои вот эти поездки? Ну, бывает на очень долго, да. Самое ужасное вот для меня было, это когда он поехал в Владивосток-Москва зимой. И он без тебя это поехал? И Первый он раз, был да. месяц в этой поездке. Так, ну, во-первых, давай-ка мы не будем. Первый раз, и зимой мы ехали 13 дней. Да? Да. А вот ну, для меня это был целый месяц, да, по ощущениям. а вот второй раз я взял Сашу с собой. Да, это и было там круто. Мы ехали 22 дня без перерыва с утра до вечера каждый день. Да даже просто в туалет сходить там. Конечно, все в таких условиях вообще. Да, Мы с Соней просто бедные смотрим друг на друга каждый раз такие. Пошли, нам надо, мы уже не можем терпеть. Ну, кстати, на самом деле, это по сути это было год назад всего. Ну, как будто 2 прошло. Подожди. Я заметил, у вас очень разное время ощущения вообще. Да, у нее примерно в 2 раза затянуто. Потому что я его жду, да, а он где-то, у него быстро все вот так летит. Ну, в общем, скучаешь, да, вот пока его нет. Какое самое яркое вот это ваше впечатление или событие какое-то было в поездках? Антарктида. У тебя есть ролик, как вы ездили? Ну, мы тогда снимали Лехе Столярову. Я тоже должен был там снять ролик, но, поскольку я там должен был сделать предложение, я просто, немножко вообще не в себе был. И поэтому себе я там ничего не снял, но зато мы сняли ролик Лехи очень круто, и я там Саше предложение сделал. Прям в Антарктиде. А вы поехали вот с ним за компанию, да, просто? Или ты как оператор туда поехал? Не-не-не, мы уже туда были просто... У нас есть коллектив, называется Best Friends. Там Столяров, Габар, я, Саша, Вера, его жена Столярова. Поэтому мы вот этим составом
путешествовали в разные места, мы в Японию ездили там и так далее, и очень нравится эта аудитория, такой тоже типа семейный, дружеский лайв-контент. И вот, грубо говоря, в составе этой команды Best Friends мы ездили в Антарктиду. Вот ты ездила с ним в эти 1000 км, ездила и на «Жигулях», Ой, да. и на... Хорош. Было круто, когда Кирилл принес нам курицу и сказал, что она едет с нами эту 1000 км. Настоящую Настоящую живую курицу, которая несла нам яйца каждое утро, ночевала в багажнике, бедная. Короче, мы ее там... Она до сих пор у него живет, кстати. Да. Слава богу. Да. Вот потом у них пошла Нина козочка, но это уже было без моего участия. Да, это мы когда на Алтай ездили, у него какой-то Животных прикол. мы любим. Я просто, типа, 10 дней, по-моему, мы тогда ехали, я 10 дней спал в кровати с козой. Клянусь. Типа, ну, а ее некуда было девать. А Саши не было рядом? Не, Саши не было. Мы каждый день втихаря в сумке проносили в отель козу, и коза спала со мной в кровати. Она такая ласковая, типа, она лучше любой кошки. Она, Я типа... сейчас представил ситуацию, как ты заходишь в отель, такой, типа, вот ваши ключи, и такой, сумка, что у вас в сумке? Да это вещи, да, сумка Да, такая. так и было. Так клянусь, так и было. Причем у нас были ситуации, в которых из-за того, что мы ехали на машинах, постоянно их чинили, еще какой-то хрень, эта коза бедная, она постоянно во что-то вляпывалась, и она была постоянно грязная. Мне приходилось ее мыть в душе, в отеле. И когда ее моешь, она очень спокойная была, но иногда, когда она уже совсем, ну, типа, в невтерпёшей была, она начинала блеять. И просто ты представляешь себе картину, ты идешь по отелю и слышишь, как из какой-то комнаты блеет коза. Ну, типа, меня в тот момент спасало только то, что я думал, что, ну, типа, никогда в жизни никто не подумает, что там блеет коза. У меня детская книжка. Из-за того, что я так часто путешествую, настолько много таких всяких ситуаций, что вот я, например, со своей стороны очень, ну, не могу что-то конкретное выделить, потому что в каждой поездке что-то происходит. Когда начинаешь постепенно анализировать всю эту поездку, так много действительно событий, которые вот где-то там в мозге сидят, но ты их просто уже забыл. Ну все, ну я понял, да. Даже вот это Не, вот ну была прикольная атмосфера. ситуация, когда мы ездили, опять же, в эту новогоднюю 1000 км, когда мы приехали на Рыбинское водохранилище на этом Иже, и, короче, мы застряли и не могли оттуда уехать. Мы просто заехали слишком глубоко, сели на пузо, да, и типа не могли выехать, и мы там вместе ходили. А вы были вдвоем чисто? Ну и оператор еще. А, все-таки взяли оператора. Да, А как и без него? мы пытались вместе найти способ достать этот Иш оттуда, что-то нашли какого-то мужика на каком-то джипе, там он приезжал, ты помнишь это вообще? Конечно, конечно. Ну, это тоже такая была ситуация, знаешь, в которой вы оказались такие, так, мы не можем уехать, надо что-то решать, и вы вместе что-то там пытаетесь придумать. А какой самый опасный такой момент прям был? О, я помню. Это когда вот мы ехали Москва-Владивосток, на этом джипе ты очень сильно разогнался, вот так вот мы подлетели. Короче, там ближе к Владивостоку очень хреновая Хреновые дороги. Вообще Да, сумасшедшие. Я ездил, я знаю. Да, не то чтобы там ямы, там трамплины. И мне что-то так понравилось, мы ехали по Ага. этим трамплинам, скакали, я говорю, блин, давай высадим оператора, максимально быстро разгонимся, типа прыгнем на трамплине на этом. И я ехал на старом, самом дешевом, на запретах гнилом Мерседесе ML джипе. Типа мы подпрыгнули всеми 4 колесами, он такой весь кривой и косой приземлился. И там Такой, эмоджи черепа просто. Да. Ну, типа, ничего такого, но такая ситуация была интересная. А в моем, наверное, опыте самое было такое жесткое, когда у нас в Сочи на «Жигулях» оторвало колесо на ходу, и оно полетело навстречку, короче, врезалось в эвакуатор. У эвакуатора пробило гидравлику, вытекло все это масло, а у этого эвакуатора на платформе стояла еще другая машина, а без гидравлики ее никак не оттуда не спустить. Потом это колесо от эвакуатора отлетело, врезалось в BMW 5, короче, там было просто... Но я в итоге на месте со всеми рассчитался. А почему оторвало? Мы купили только эту машину, мы вообще ничего не проверяли. Она всё, стоячая поехали. такая была, и, видимо, там что-то меняли колесо, Да. не затянули гайки. Какая ваша самая любимая поездка, кроме Антарктиды? Вот. Япония. Мы в мае, в прошлом, с женой были в Алтае впервые, и это самое красивое, что я вообще видел. Мы, кстати, тоже в прошлом. Вот. Подожди, мы позапрошлом, да, были? Без шуток, Алтай, наверное, на 2-м месте, да? Чуйский Ну да, тракт, это это очень просто красиво, вообще... да. Пипец, как круто. Как выглядит ваш идеальный выходной? Ну-ка давай. Ну, конкретно с Никитой, вот я просыпаюсь, мы заказываем завтрак домой. Я ничего не готовлю. Мы кушаем очень вкусно. На самом деле, вот мне просто любой вот идеальный выходной, если он полностью его со мной проведет, он уже будет идеальным. Это всё. Потому что у нас действительно не так много совместного времени вместе. И вот чем бы мы ни занимались, там, поехали в какую-то киношку или просто дома засидели в эти компы, поиграли в какие-то новые игры, потестили. Но вот для меня все будет идеально. А для тебя как? Никита едет мыть машины. Да не, это мой идеальный выходной, когда я один, когда тебя нет.
Ну, я просто люблю мыть машины. Вот у меня есть такая особенность. У меня есть своя мойка, в смысле, прям моя. Да, я видел. Да, где я мою свои машины. Я видел с красным крестом это. Да, наверное, с Сашей, если мы идеальный день представляем, мыть машины я там не планирую. Вот, поэтому примерно то же самое, что сказала Саша. Вместе проснулись. Кстати, первый пункт «вместе проснулись» для меня уже диковинка, потому что мы очень редко вместе просыпаемся. Саша у меня любит побольше поспать, чем я. Да. Вот, но если идеальный день, то это мы вместе проснулись, вместе позавтракали. Наверное, в идеале это если мы типа куда-то поехали позавтракать. У нас редко такой опыт бывает, но иногда бывает. У нас вот есть вкусный ресторан с рыбной, короче, тематикой, грубо говоря. Морепродукт. Да, с морепродуктами. Там много разных тарелочек, и ты вот как Да, будто вот на типа, мини-фуршете так допустим, находишься. Ну это типа японский такой Ну там, стиль. короче, Атлантик называется на Кутузе. Ну это, я не знаю, как хотите, можете оставлять, может нет. Там вкусные еще завтраки, где там у тебя много разных видов морепродуктов, кофе вкусный. Вот типа мы туда приехали, позавтракали, потом, наверное, поехали, погуляли, например, где-нибудь. Тоже мы это редко очень делаем, но Это реально иногда настолько делаем. редко, что вот такие банальные вещи для нас Да. это и есть вот идеальное времяпрепровождение. Потом, наверное, мы встретились с нашими друзьями, посидели где-нибудь вместе, что-нибудь поделали, и вечером либо дома смотрим кино, либо куда-нибудь в кино едем. Вот это, наверное, идеальный день. Интересный момент, что типа для многих людей что-то, что они привыкли делать в выходные, это для меня, например, с моим образом жизни и контентом, то, что я делаю наоборот каждый день, и в выходные я хочу просто от этого отдохнуть. То есть типа, для кого-то в кайф куда-то поехать, какую-то поездку, Конечно, что-то сделать, да. а я наоборот это каждый день что-то делаю, и вот в дни выходные мне наоборот хочется просто ничего не делать. Обычные живые люди. В выходной хочется просто Да. почилить. Были какие-то у вас такие склоки и расхождения, что именно из-за гейминга? Вот, Ну, он вот как-то есть вас сталкивал когда-нибудь? Два момента, которые, наверное, можно назвать. Первый — это когда мы вот играли как раз сначала в It Takes Two, Мгм. потому что я, конечно, по-доброму, но бомбил на Сашу, типа, когда там она не может 500 раз запрыгнуть, а уже у нее просто выхватывало. Наверное, это у всех было, Да. кто Это играл. у всех было, да. И второе Это было у всех и не одна такая. было в Доте, наверное. О, там, наверное... Там как У бы нас бывают, да. бывают такие моменты, когда я там ей говорю, типа, да когда ты, блядь, вот уже сделаешь, поставь ты туда вард. Она просто всегда на саппорте играет. Ага. А И я фидит. типа там... Не, ну она не особо фидит Нет, на самом кстати, деле, у него да. больше смертей обычно, чем у меня. Значит, ты фидер в семье. Я играю, да. Короче говоря, я играю более дерзко и жестко, она более сейфово. Там боится харасить лишний раз кого-то начать. Я типа пытаюсь там фармить на, не знаю, Я мартле люблю вот какой-нибудь. издалека так. Да. А против нас какой-нибудь виномансер стоит, который меня просто закидывает, блин, ядом или что-нибудь типа того. Я говорю, да харасик тоже, она там... Вот. В общем, Дота, она и в Африке Дота. Да. Если ссоры, то из-за Доты. Саш, у тебя, если не бьюти, вот просто вот тебе говорит, вот нельзя, что бы ты снимал? Семейный контент. Семейный Вот сейчас же лайфстайл. очень модно стало, знаешь, какие-то каверзные вопросы своему мужу. О, у меня Либо- жена обожает, Да, вылетает с глубокие, телефоном, да. вылетает с телефоном. Отвечаем, сейчас будет тест. Да, и просто, и сразу такой, так, Проходим вместе. если я вот ушла туда-то вот, и ты знаешь, что со мной мужчина, что ты чувствуешь? И я постоянно, она меня еще ловит таких, постоянно, я там без майки, голый или грязный какой-нибудь с едой во рту, она подбегает, так, снимаем. Вот, Все поэтому это в так. архив. А ты, если не автоблогинг, какой бы контент делал? Блин, если честно, наверное, я бы про путешествия снимал, но не на машине просто, потому что я вижу в этом самое интересное, что может быть у человека в жизни. Стал бы travel-блогером. Да, ну, на самолетах, на поездах бы ездил. Вот про поезда, может, снимал бы. Я еще хочу сейчас подтянуть контент с домом. Вот все это побольше Мгм. там про какие-то внутренние работы, что вот тут поменялось. Ну, то есть такое приоткрыть. Еще вот эту такой, вот и тему. потом начнется лайфхаки, Да, лайфхаки да, ухода да. за домом, за участком. Вот так, ребята, если Бля, хотите уход за делать- участком — это просто отдельная тема. Мне кажется, я могу интервью отдельно дать на эту тему, если бы я знал, что это столько стоит. У меня просто сейчас из-за того, что по последние вот эти финальные приготовления перед переездом, я там много за что взялся одновременно. Я просто охреневаю. Например, там у меня вот так по границам участка туи были высажены. Мгм. Я типа все их заново сейчас высаживаю. Вот я купил 82 туи. Сколько стоит туи, я узнал. Охренел. В среднем 160-180 сантиметров в высоту. Там договаривался как-то мимо кассы, без гарантии, мой садовник, которого я тоже нашел. Я узнал, что оказывается нужен садовник. Туи вышли, по-моему, 350 тысяч. Это как бы не супер большая сумма, казалось бы, но это только понимаешь, туи. что это кусты собака.
Это просто кусты зеленые, которые просто вот так посадили вокруг. Да даже газон Часто. вообще не дешевый. Уже не дешевый, да, у меня, причем он был. Самое обидное, что мы когда покупали дом, у меня были идеальные туи, у меня был идеальный газон, все было. Но из-за того, что мы 2 года там не жили, никто за этим не ухаживал, всему пришел конец, и мы все переделаем заново. Для таких моментов в стройке просто, типа, вот за что не возьмись, все стоит миллионы больше. И наконец-то мы приехали через порог. Все правильно. Да. Смотри, какая карета. О, карета подана называется. Целая карета оборудования. Сегодня будет апгрейд конкретный. Да. Это, кстати, последнее, что мы делаем по внутрянке дома. Вы у нас, так сказать, заключительное звено. Финальный штрих. Куда без нас? Ну что, давай рассказывай. Ну, пойдем, короче. Я уже отсюда вижу, как красиво. А руки уже помытые. Гостиная шик. Собственно говоря, это наше основное место. Видишь, у нас тут есть такое место для отдыха, например. Угу. Вы нам еще одно место для отдыха привезли. Там у нас место для отдыха в виде PlayStation, фильмов и так далее. Я никогда не видел такой большой телевизор, чтобы ты понимал. Пойдем, это была моя, на самом деле, прям такая хотелка. Я всегда мечтал прям вот самый большой телек, который только может быть в Мазде. Это, короче, 100 дюймов. Я по сравнению с ним очень маленький. Да, если бы вы видели, как их все вешали, все дело, там вот такие анкеры стоят в стенах, потому что он весит что-то 80 килограмм. Да ладно? Да, да. Он выглядит таким тонким. Чудеса китайской техники. Обалдеть. Диван большой, причем тут всяких много приколюшек, там он раскладывается с реклайнером, так можно садиться. Можно? И вот так вот пошло-поехало. Оно типа, ну все электронное. Вот это вот крайне вот кнопочка. Короче, вот так вот сделал, вот так вот с кайфом И ты пойдем. поехал. Съемка, все. Собственно, И сворачиваемся. вот так вот Куда? в плоечку. Мне, А ну кстати, встаем, работаем, друзья. мне уйдём. Саша подарила PlayStation 5 Pro на день рождения, поэтому я буду играть в GTA 6. Короче, кайфы. Слушай, гостиная, кайф. Кухня у тебя только здесь, да, получается? Да. Здесь вот кухня, Да. гостиная. У нас метраж дома не такой большой, но я очень хотел, чтобы было все уютно. То есть, когда, знаешь, делают огромные комнаты, в которых там супер полупустые стены, видишь, даже особо эха нет никакого, потому что наполненность есть, много разных сценариев освещения. Лучше уютно, чем просторно. Согласен. Главное, чтобы должно быть все Плюс в у нас балансе и всякие- функционале. Да. Такие вот фишечки еще есть. Оператор сейчас его не шибет ничего. Не. Все. Видишь, все, сам вот он ездит. Алиса, открой шторы. Не, без Алисы. Я боюсь. Блин, ну Алисы. просто, если бы ты не сказал, то они же на мой голос сразу тогда открывают. Но, кстати, там, скорее всего, голосовое управление тоже есть, я просто еще не успел подключить, мы же только недавно, по сути, заехали, и тут много чего первые еще наши нет. гости. Да, у нас, типа, нет базовых таких вещей, типа, нет пылесоса, например, еще. Да, я подметаю метелочкой пока, как вот служаночка такая. Все, что-то за той дверью. Да там ничего особо интересного, это просто гостевая. По сути, просто диван, который можно разложить и кому-то поспать. Это не просто гостевая, это полностью обустроенная гостевая. Ну да, тоже тут есть телек, Есть тоже диван. есть PlayStation, кстати. Мгм. Ну, круто, что большие окна. Ой, какой у тебя милый дворик. Где будет барбекю? Там вот за березками. Угу. Дальше. Там еще что-то где-то геотекстиль лежит, я траву выращиваю. Тут у меня было все лысое, когда я заехал. Траву выращивает он. Ну, газон, в смысле. Газон. Выращиваю газон. Если бы ты не сказал. Туи вот слева и справа 84 штуки. А, это вот. По контуру, да. Мгм. Вот это все у тебя, это все шкафы, Да, шкафы, да, остров, тут всякие шкафы. там таблетки. Блин, таблетки. островок это наша с женой мечта. Вообще, вот нам Да. ничего не надо, Очень удобно. кроме островка. Прям очень удобно. Это очень круто. Все, у тебя на первом этаже получается санузел, гостиная и гостевая комната. Ну да, ну и бойлерная. Ну там ничего Это бойлерная, да? Мгм. Получается, самое интересное наверху. Будет самое интересное, пока там получается спальня, 2 спальни. Одна из них типа детская, которая пока еще никуда. Да, кстати, каждая ступенечка там загорается по очереди, когда да, я поднимаешься. сейчас... А я думал, ты про стены. Саша захотела, чтобы были светлые, практически белые, но не белые. И они, как оказалось, очень маркие. А самое главное, что краска не моющаяся. Да, Да. вот. Тут, кстати, у нас для того, чтобы, когда будет дитё, было более, так сказать, безопасно, вот видишь, Мгм. есть Я откатная дитё. дверь. Мгм. Она там тоже вся с доводчиками, со всякими штучками, то есть она Мгм. плавненькая. Вот это классно вообще. Там просто детский санузел, тоже особо ничего интересного. Детский санузел? Ты его называешь детским, потому что он небольшой или потому что он Не, потому что вот тут детская будет, Так. и у него отдельно своя будет душевая с раковиной и с туалетом. Ну, пока она и гостевая, по сути. По сути, да. Там, я не знаю, тоже особо пока ничего показывать. Это типа будет, в будущем будет детская. Это ты уже для ребенка
поставил компьютер? Нет, это пока мой рабочий кабинет. Я отсюда ролики загружаю. Сегодня я залил ролик 25 минут назад. Ну, а тут чисто Саша там заниматься спортом, пока будет вот у нее. Можно вот так вот к окну встать, смотреть в окно на лес и вот так вот идти. А это вот как раз есть твое самое знаменитое. Да, это большой, как-то мой папа говорил, апартаменты, можно сказать. То есть отдельно, то есть своя закрывается дверь, и здесь у нас полностью инфраструктура. Здесь у нас спальня. Тоже камень опять продолжение, но уже белый. Все Тоже с подсветочками, все там со всякими. Тут Саша красится, у него отдельный свой, видишь, такой make-up zone. Да, бьюти-зона обязательно. Куда Ну, телек обязательно. тоже. Блин, кстати, телек еще? купил, что-то маленький он, мне кажется. Да, ребят, держитесь. Мальчик, иди в жопу отсюда! Ну что, пойдем в Пойдем тебя самое... уже святую святых. Самая Самое, пустая да. одновременно и самая важная для нас. Я вижу, что ты здесь уже Чуть-чуть там расставили всякого. сделал подготовочку. Эхо здесь, конечно, просто бешеное. Потому что пока ничего нет. Это вот мое тоже хобби. Я уже его тоже тут начинаю использовать. Я, значит, сделал ловушки для слизней. У нас в этом году в Московской области эпидемия слизней, если ты не знал. Да, и ядовитых причем. Поэтому... Ловятся они на живое пиво. Да. Он его туда наливает. Я, как эту обычно, ловушечку. беру бутылочку, часть в рот, часть туда. Где твоя ловушка? Вот. Ну здесь, соответственно, еще А тут- мастер-санузел. Это вот здесь мастер. Да. Ух ты. Для нас было очень важно, чтобы у нас было 2 раковины обязательно. Конечно, как утром зубы вдвоем Да. чистите. Тут у нас, кстати, тоже огромное окно. Оно ночью, короче, просвечивается, поэтому сделали жалюзи, которые регулируются по углу. То есть, короче, грубо говоря, можно сделать так, чтобы ты отсюда видел небо там и все остальное красивое, а тебя это не было видно снизу. А днем у нас мы в бункер закатали весь дом, поэтому у нас зеркальная тонировка, днем вообще не видно ничего. Смотрите. Да, я говорю, Тебя угнали самокат. я говорю, Артурчик, полностью спущенные колеса, заряда хватает еле добраться до метро. Все, Артурчик Можно погнал. подзарядить, если что. Да, у меня даже зарядка с собой. Но у нас все в таких супер спокойных тонах сделано, чтобы глаз не напрягался, но тем не менее тоже есть там подсветочки. Вот это, кстати, мой самый любимый цвет. Ребят, теперь все мы это поднимаем, и, собственно, вы вот уже можете видеть, как работает услуга, по крайней мере, по подключению сетапов под ключ. А скоро еще и вот такие комнаты будем делать, будет вообще. О. Можно в долю. Как первооткрыватели Да, вашей да. услуги. Как вообще выглядел ваше место игровое, ваш сетап вот это до этого? Ну, если дом рассматривать, не было ничего. А если квартиру, то у нас был один стол, получается 1,60 м на 90. Мы на нем вдвоем вот так сидели. У меня в углу стоял iMac, слева стоял Сашин ноутбук. Все на одном столе размещали, было все вот так вот натыкано, но все вмещалось. Вы, получается, уже и на ноутбуках уже начинали что-то стримить, что-то Да, как-то делать? пытались. Мы доту стримили, всякие игрульки, где типа там Berlin Gnomes, Репа. Репа, да. Вот это все было, получается, такие пробные варианты, шары, и сейчас вот серьезный семейный стриминг пойдет. Ну да, очень хочется верить, что это получится сделать найти на это время, потому что было очень неудобно все. Сейчас как будто, если мы не начнем это делать, даже будет стыдно перед Ну, самими себе. ребят, мы не ждем, что они завтра начнут, да, это делать, но в целом, конечно, ждем, будет очень интересно посмотреть. Веревку кидай, сейчас подтянем. Я правильно понял, что он сейчас шел и страховал стены? Вы могли бы подумать, что мы идиоты и вытаскиваем компы вот так вот на бок. Конечно, технология вытаскивания компов вверх ногами, но у нас тут сегодня суперсистема, потому что надо, чтобы компы обязательно были в стоячем положении, а они в коробке лежат на боку. Реагировать будем по одному. Ага. Ну, уже очень хорошо. О, у нас вертикальные мониторы. Прикольно. А зачем геймеру 2 горизонтальных монитора? Согласен, нам даже, можно сказать, стример. Это для работы и для стриминга. Все реагируем на компьютер Никиты. Ваш первый кастомный, обалденный... Даже сердечко стукает. Да, реально. Что за долгая подводка? HyperPC. Вау!
Очень круто. Охренеть! Это самый красивый компьютер, который я видел. Красивый. Там мох, Да, камушки. да. Мне очень нравится этот дождь. это так Очень красиво. Блин, я Просто. Ничего страшного. Беззубик. Вот беззубик вообще вообще. разнос. Это просто топ. Блин, он еще так красиво распечатан, но прям видно, что он не с Макдональдса. Не-не-не. Блин, это, наверное, потому что я представлял себе его так, но это, наверное, самый красивый комп, который видел. Реально, просто пипец, как круто. Это же в потолке у Rolls-Royce. Это продолжение «Звездного неба», да. Конкретно мы взяли леску оттуда, то есть вот эти каналы от «Звездного неба» с Rolls-Royce, но сделали его дождем. Респект. Просто респект. Одним словом. Я очень в шоке. Очень красиво. Я, типа, чтобы ты понимал, ну, я там много раз снимался в моментах, где мне что-то показывают, и как я реагирую. Блин, мне кажется, я так никогда в жизни не реагировал. Просто, ну, у меня реально никогда не было такого крутого компа, и я понимаю, что это сейчас настолько изменит мою жизнь, как бы это странно не звучало в отношении компьютера. Ну, блин, ну, просто очень круто. Теперь, Саш, Блин, ну Давай. это вообще я уже не могу. Только не плачь, пожалуйста. твой компьютер настолько яркий, что чтобы его спрятать, тряпку пришлось сложить в 4 раза. И у тебя получилось все тоже очень сочно. Теперь твой первый HyperPC. Вау. О, какой он хорошенький, господи. Блин, так Блин, очень красиво. круто. И дракуаша тоже есть. Вот это И вообще. чешуйки, смотри, какие. Блин. У меня мох еще такой, смотри, Да, голубенький. У тебя еще сосули, смотри. Спасибо за сосули. Это вообще-то дождь. Что? Не-не, он имеет в виду, видишь, там А, дальше скалы. сталактиты, да. Как качественно. Просто передайте, пожалуйста, респект художнице. Ксюша, это просто, это шедевр, господи. Я тебя очень сильно благодарю. Как красиво. Она еще, видишь, с переливом идет. Она не просто белая. Да, очень То есть там с красиво. подсветкой было, ну, чуть по-другому казалось. Она вообще такая детализированная. Ладно, извините, я на свой поглазею. можно? Да? А там пускай, конечно, со своим радуется. Мне так нравится, так как-то все прям вот, ну вот как надо. Офигенно, Я просто против. офигенно. Для нас это было Можно тоже... выдыхать, да? Да, потому что все вот это... Ты обратил внимание на клавы? Конечно. Я вообще... Они еще так мигают красиво. Мне не терпится сесть просто поиграть. Кстати, стулья. Я на стулья даже не посмотрел. Да, теперь можете садиться, попробовать. Стулья красивые. Господи Иисусе, какое счастье. Нифига, он такой прям увесистый. Кресло для вас предоставили наши друзья, чтобы вы сидели с комфортом и с кайфом. Справа, естественно, кнопка лифта под сиденьем, а слева переключатель. Если ты ее переключишь, вверх сделать, то видишь, у тебя Ой-ой, кресло. Ты такой дед, я не могу. Это мое кресло-качалочка. Идеально. Ребят, смотрите, мы вам подвязали, сделали кабель менеджмент. Максимальная высота, до которой можно поднять. Все, вот дальше чуть-чуть уже начинается натяг. Это можете сами потом... Ну, я понял, да. Все, семья геймеров достойна такого двойного сетапа семейного, Блин, чтобы у каждого было свое место. прикинь, с каким кайфом мы будем теперь вместе играть. И реально вот удобно под ключ услуга. Да, Вот реально ты удобно. просто То есть всё. вы просто посидели пару часов, поиграли в PlayStation внизу на первом этаже, Всё. а тут уже за это время, извините меня, просто другая комната стала. Мгм. Спасибо большое, ребят. Можно вам всем еще руки? Можно вот вам тоже руку пожать? Ну, оператора, спасибо вам большое. Спасибо. За креатив, за Максима. реализацию. Жмут Артур. руки. Вот. Подходите все. Ребят, это не только нам, кто приехал, это все стапил. Конечно же, спасибо и Ване, и Олегу, кто делал эти дизайны, Ксюше, которая рисовала. В общем, ребят, всем вообще, всем, кто респект участвовал. огромный. Огромный.
Артур, так ты здесь, тебе только что руку пожали. Все, ты уже Отчитался разок. В общем, да, Артур делал сами компьютеры. Мы с ребятами, с Ваней, с Олегом делали все это дизайны, обвесы. Вот это ожидание, оно привело к тому, что в момент X, когда вот я прям хотел увидеть уже что, настолько накопились эмоции, что прям мне даже немного неловко от того, как я типа вау, вот это вот все, сэмоционировал, как вот душа Не, ну пожелала. это всегда того стоит. Мы вот ради этого и работаем. Деньги тоже хорошо, но эмоции гораздо ценнее, они потом остаются навсегда. Еще прикол в том, что после того, как мы с тобой сделали челлендж, мы-то компы, которые мы с тобой сделали, все-таки разыграли. У ребят и у наших подписчиков, и у твоих подписчиков есть варик все-таки забрать тот компьютер, который ты сам на Савеле собирал. Вот этими легендарные компьютеры. А потом его у нас в студии еще сам собрал. Какое крепление сделал Никита, ребят. Ага, Так кастом, что тоже кастом. не забываем комментарии под роликом, все, и подписочка. Напоминаю еще раз, в следующем ролике выбираем победителя. Блин, вот это вам кайф, конечно, теперь можно не вылезать. Ладно, короче, их уже не отлепишь. Ребят, спасибо всем большое, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, вам очень понравилось. Простите за такой гигантский хрон, но по-другому, ребят, никак. Мы не могли вырезать ничего. Не забывайте про розыгрыш, комменты, подпись и все вот это. Скоро выберем победителя, заберете отличные... Заберете компьютеры, которые мы смогли сделать за 30 тысяч рублей. Ребят, всем большое спасибо. С вами была команда HyperPC, ваш ведущий Тёма Хейтер. До скорой встречи, буквально через 1-2 недели, как всегда. А вам хочу сказать, ребят, чтобы обязательно подписались на HyperPC, потому что такого вы не увидите больше нигде. Стараемся. Умеем, могем, как говорится, и будем совершенствоваться и делать еще лучше. А тут, Олеж, я хуй знает, где это будет, поэтому вот на этом отлично. Короче, Олег, как всегда, вот это красиво все вот свое. Вот Олег, это. выходи. Может, без него? Плохо? Могу вырубить? Давай вырубим. Камеру вырубай. Сейчас, собственно. В этот раз мы решили не тратить на меня лишнюю камеру, поэтому будете наслаждаться, собственно, моим затылком. Есть то самое сиденье в багажнике? Оно вот сейчас будет, да. Присаживайся, дорогой мой. Блин, мелковато. Вот за это мы купим комп? 65 рублей. Даже это нас может выручить. Еще году, наверное, в 2010 вышел Sony Cybershot с сенсорным экраном, фотоаппарат. И в рекламе было то, что его можно в воду погружать. И, ну, что ты думаешь, я приехал в Турцию. Что я сделал? В бассейн. Больше он не запустился. Никогда. Так, 1500, хорошо. Итого, значит, у нас 15, 500 корпус. Извините, я не мог промолчать. Я захотел почувствовать себя Андреем Кокошкой хотя бы однажды в жизни. Он очень любит женщин постарше. Спасибо. Он такой. У нас да? Вы хотите с ним +1 корпоратив, конечно? Что мне с ним делать? Еще медкомиссию пройдет. Он обещал. Спасибо, до свидания. Спасибо. До Счастливо. свидания. Я буду помнить вас. Я тебя не забуду. Вы даже не спрашивали, сколько стоит. Я там каждую железку по копеечке, шик-шик. У меня вот ничего не отваливается. Ну, мать, опять! Меньше покупает, чем наша 580. Конечно. Самое интересное, что это все будет работать. Все похлопали. Молодцы. Убийца просто. Чтобы вы понимали, я стойку прикручиваю кусачками. Сразу видно, что прикручивал Артем. Спасибо вам большое. Теперь, да, теперь мы еще крепче теперь, друзья. Да, Вот. приезжайте на шашлычки. О, Макс, все. Так, пиарщик, все, вся оперкоманда записала.